Всем привет! Сегодня мы будем говорить об ошибке под названием «Синий экран смерти» или Blue Screen of Death. Данная ошибка является критической, и она не позволяет пользователю использовать компьютер. То есть компьютер постоянно выключается совместно с этой ошибкой. Именно поэтому многим начинающим пользователям очень тяжело определить, что это, куда копать, как искать и как это исправлять. Прежде чем мы начнем разбираться с ошибкой BSOT, хотел бы сказать вам о глобальной трагедии по всему миру. Эпидемия коронавируса, которая забрала уже много жизней по всему миру, также она появилась у нас и в России, даже она появилась у нас в регионе. Курская область, и у нас уже есть несколько случаев с заболевшими людьми. Слава богу, пока смертельных исходов нет, но все может быть. Именно поэтому я хотел бы вас предостеречь. Берегите себя, даже если вам не верится, что в вашем регионе этот вирус присутствует. В любом случае принимайте меры предосторожности, оставайтесь дома, лучше отремонтируйте свой компьютер. Так что желаю вам доброго здоровья и чтобы эта эпидемия не затронула вас и вашу семью. Ошибка BSOT – это критическая ошибка, которая обычно возникает, если какие-либо устройства отказываются работать нормально в вашем компьютере. Ошибка на разных операционных системах может выглядеть по-разному, сопровождаться по-разному, иметь различные надписи, и при появлении этой ошибки ваш компьютер обязательно отключается, что и создает, в принципе, проблемы для любого пользователя. Давайте я сразу проясню ситуацию. В этом видео мы будем рассматривать способ, при котором компьютер все-таки включается и ошибка появляется не сразу. То есть ошибку мы будем искать программным методом. Если же у вас сразу же возникает ошибка при включении компьютера, то немножечко вам нужно действовать иначе. И для этого есть определенный ролик, который я создавал какое-то время назад. Ссылочку на него я оставлю в описании, вы сможете перейти и посмотреть, что это за ошибка, как она решается. И значит, отсюда выплывает несколько вариантов ошибок. То есть при включении компьютера, то есть он еще не успел начать загружаться, сразу вылазит ошибка. Второе. Если компьютер уже начал загружаться, операционная система начала прогружаться, и компьютер начинает отключаться. Первый случай, когда компьютер еще не начал загружаться, ошибка уже возникла, это означает, что точно ошибка связана с выходом из строя именно физического устройства, находящегося внутри системного блока. Если же ошибка возникает при загрузке операционной системы, значит определенно какая-то ошибка в разделе загрузки операционной системы. То есть ошибка с операционной системой. И третий вариант ошибки – это когда вы пользуетесь вашей операционной системой, вашим компьютером, и вдруг у вас вылетает синее окошко, и компьютер выключается. Это третий вариант ошибки, и он решается программным способом. И связан третий вариант ошибки чаще всего с драйвером, то есть с кривым установленным драйвером какого-либо устройства. Сейчас я вам рассказал логику. Сейчас я рассказал вам логику возникновения данной ошибки, и теперь вы имеете представление, на каком этапе у вас возникает ошибка и в какую сторону копать. То есть, если синий экран смерти появился во время включения компьютера еще без загрузки, то определенно 100% ищите проблему внутри системного блока. Какое-то устройство работает неправильно. Если ошибка при загрузке операционной системы, то попробуйте восстановить операционную систему с помощью некоторых способов. Их достаточно много в интернете, можете посмотреть. А вот если ошибка уже возникает при использовании операционной системы, то вы должны логически заметить, при каком действии у вас возникает эта ошибка. Запустили игру, вошли в интернет, подключили интернет, может быть, включили какой-то аудиозвук и многое другое. То есть отсюда мы сможем понять, что за драйвер вышел из строя. Третий вариант ошибки не обязательно будет означать ошибку в драйвере. Иногда в самой же операционной системе, как во втором случае, может быть ошибка. И вот для того, чтобы выяснить, где эта ошибка, нам понадобится определенная программа, с помощью которой мы сейчас и выясним, что и в каком месте у нас происходит. Итак, для выявления ошибки BDOS нам понадобится программа Blue Screen VIF. Ее скачать можно где угодно, она является бесплатной по распространению. Также есть русификатор, если вам сложно понимать на английском. В общем, берем эту программу. Далее помещаем ее в папочку, запускаем от имени администратора. Итак, вот сам интерфейс программы. Далее нам надо разобраться с организаторскими вопросами. Прежде всего, обратите внимание на саму программу. Вы видите, что здесь нет ни одного дампа, то есть у меня пусто в окошках абсолютно. Во-первых, это потому, что я запустил ее на исправном компьютере, и глобальных ошибок на нем не было, поэтому здесь может быть пусто. Если у вас были синие экраны смерти, обязательно у вас здесь будет дамп файлов. Если его нет, смотрим, что делать. На любой операционной системе, неважно, семерка, десятка, открываем мой компьютер, на пустом месте жмем свойства. Переходим в левой панели в дополнительные параметры системы. Внизу видим во вкладке «Дополнительно загрузка и восстановление». Жмем «Параметры» и смотрим «Отказ системы». Здесь галочка у вас должна стоять и здесь галочка должна стоять. Далее здесь выставляем малый дамп памяти и смотрим, чтобы здесь не стояла галочка. Если она здесь стоит, как видите, она неактивна, ее не убрать. Возвращаем на автоматический дамп памяти.
Убираем отсюда галочку и возвращаем на малый дамп памяти 256 килобайт. Далее смотрим, чтобы папка малого дампа была по System Root mini-dump, то есть это получится, что C, Windows, папка mini-dump. Там будут сохраняться все отчеты об ошибках, которые возникли на вашем компьютере. И нажимаем ОК. Не забываем нажать кнопочку «Применить» и ОК. Итак, давайте покажу, где хранятся эти дампы памяти. Заходим в мой компьютер, диск C, Windows, ищем папку mini-dump по алфавиту и смотрим. У меня пусто. У вас при наличии ошибок обязательно здесь будут сохраняться файлы отчета. После чего программа Blue Screen View будет их выводить. Если же вдруг у вас компьютер выключается при входе в обычный профиль операционной системы, то вам нужно зайти в безопасный режим. Даже, возможно, вам придется запустить безопасный режим без подгрузки драйверов. Сделать это можно по-разному, в зависимости от операционной системы. В 7-й операционке это все было легко, просто жмем F8 при запуске компьютера. В 10-ке чуть посложнее, вот как раз перед вами открыта инструкция. Можете посмотреть ее, ссылочку на нее оставлю. Не буду объяснять все подробно, потому что это время. Итак, быстренько по интерфейсу программы. Здесь ничего такого нет, ничего настраивать не нужно. То есть здесь уже все настроено как нужно. Далее вы уже обратили внимание, что у меня появился один из файлов дампа. Я его скачал специально с интернета и закинул к себе в папочку, потому что у меня компьютер без ошибок. У вас он будет при появлении ошибки обязательно этот дамп появляться. Нажав на нем двойным щелчком мыши, у нас появляется информация об ошибке, где она возникла и от чего. Итак, посмотрев эту информацию, она нам в принципе сейчас не нужна, закрываем. Теперь смотрим в нижнее окошко. Здесь будет розовым цветом, или он оранжевый, не знаю, может быть я дальтоник, неважно. В общем, здесь другим цветом выделена как раз та причина, та ошибка. Нажимаем на ней правой кнопкой мыши и нажимаем Copy Selected Items или Ctrl-C. То есть копируем. Далее переходим в Google или в Яндекс, неважно. И смотрим, что это за ошибка. Ввели мы здесь очень много лишнего. Нам нужно только сам файл. Нам нужно выяснить, к чему он принадлежит, к какой программе. И ищем здесь, к чему он принадлежит. После чего эту программу или приложение необходимо будет переустановить. Как видим, именно в этом дампе SpiderSys это приложение от доктора Web. Видимо, он либо был криво удален, либо еще что-то. Ищем утилиту для удаления доктор Web и удаляем ее. Устанавливаем заново доктор Web, и проблема должна быть исчерпана. Если вдруг вы где-то на форуме с кем-то переписываетесь, с каким-то специалистом, и он просит от вас дамп памяти, то делается это очень просто. На самом дампе нажимаем правой кнопкой мыши HTML Report All Items. Нажимаем. Вот, пожалуйста, все коды с вашими ошибками. Сохраняем как HTML и подгружаем человеку, который это смотрит. Либо просто копируем и пишем ему на форуме. Я бы показал вам сейчас миллион этих дампов с миллионом ошибок. Мы бы каждый с вами разобрали, нашли бы причину. Но я уже показал, как это делать. Надеюсь, что в дальнейшем вы разберетесь со всеми разнообразностями этой проблемы. А пока что на этом все. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, осуществляйте поддержку. Ведь мне несложно было вам помочь. Помогите и мне. Всем спасибо.